Добрый день, меня зовут Станислав. И если сегодняшнее видео вам понравится, прошу поставить лайк и подписаться на мой канал. Тему, которую я хочу затронуть, орхидеи и возможность их вырасти и развести в домашних условиях. Речь пойдет о самом популярном виде фаленопсисе. Те, кто занимается уже не один год, знают, что орхидеи размножаются вегетативно, а именно в определенное время появляется отросток, который со временем наращивает листву и корни. И со временем сформировавшуюся детку можно будет аккуратно срезать и пересадить в отдельный горшок. Есть также и другой способ разведения семенами. Информация о таком способе в интернете, как правило, гласит о том, что в домашних условиях это практически невозможно. Но я хочу вам рассказать, что все реально и все можно. И самое интересное в этих случаях, когда мы опыляем два разных сорта, то детки, которые получаются, это эксклюзив. Сейчас вы видите несколько семенных коробочек, которые уже созревают от 2 до 3 месяцев. Итак, в семенном разведении существует несколько этапов. Первый этап, как вы уже поняли, опыление. Следующий этап – это приготовление культурной среды, на которую будет делаться посев. Следующий этап – это посев, который делается в стерильных условиях. После того, как вы посеяли, начинается самое интересное. Зайдет или не зайдет. И если через 3-4 недели вы увидите зазеленевшуюся гладь питательной среды, то у вас все получилось. Эта зазеленевшая гладь и есть будущие орхидейки, которые называются протокормы. В течение 2-3 месяцев они будут развиваться, набухая и увеличиваясь в размерах. И через 2-3 месяца начнут потихоньку вытягиваться листики и укореняться корешки. На этом этапе, если в посеве получилось очень много орхидей, можно сделать рассадку. Опять рассадку делают в стерильных условиях. Сейчас вы видите вот как раз баночку, в которой я 2 месяца назад их рассадил. А на дальнем плане вы видите банку густо заселенную. Там я еще не делал рассадку, но в ближайшие дни планирую ее сделать. Ну и последний этап. Это когда орхидейки уже достигнут определенного размера, когда листочки будут хотя бы 5-6 сантиметров, можно делать высадку. То есть размывают фласку, фласка это банка, в которой растут эти орхидеи, и высаживать уже в моксфагнум. Если вам со мной было сегодня интересно, пожалуйста, напишите. Я, конечно, немного жалею о том, что не начал снимать все с самого первого шага и этапа, но надеюсь, что я не остановлюсь на достигнутом и буду снимать еще видео. И обязательно сделаю пошагово все этапы, засниму с подробным объяснением, что, как и почем. Только что вы видели бутылку из-под коньяка, так вот даже в этой бутылке получился результат. А вот в этой банке корни у орхидейки почему-то растут вверх и не хотят расти в питательную среду. Есть также банки, в которых не очень все хорошо, вы видите вот темные пятнышки. Но есть банки, в которых все развивается хорошо и стерильно, без всяких грибков. Экспериментировать можно с разной посудой. Не обязательно это должны быть стеклянные банки. Это могут быть и пластмассовые, и пробирки, и все, что можно плотно закупорить. Главное, чтобы емкость была прозрачной. Вот эти орхидейки были высажены полгода назад из фласок. Вот эти вот большие, эти были высажены год назад. Вот поменьше сейчас идут эти тоже. А снизу вот вы видите несколько растений в мху. Сфагнум они еще не развили достаточно корневую систему, и поэтому я жду,
когда разовьются хорошо корни, для того, чтобы сделать рассадку в горшки уже с корой. Итак, если вам сегодня было интересно со мной, еще раз прошу вас поставить лайк, подписаться. И если вам стало интересно или вас заинтересовали какие-нибудь ситуации, пожалуйста, пишите. Я с радостью готов поделиться этой информацией с вами. А сейчас еще раз посмотрите на этих маленьких малышей. Надеюсь, что в скором времени они вырастут, окрепнут, выпустят цветонос и будут радовать нас своим цветением.